Алексей стоял на кладбище, не ощущая холода, хотя поздняя осень обнимала его резким ветром. Серое небо давило тяжелой пеленой, в воздухе пахло сыростью, увядающими листьями и влажной землей, которую уже успели разрыть для свежей могилы. Перед ним черный гроб с телом Анны, его бабушки, единственного близкого человека. Она вырастила его после того, как в один миг железнодорожная катастрофа оборвала жизни его родителей. Тогда ему было всего 8 лет. Анна стала его матерью и отцом одновременно, его домом и его опорой. Теперь он стоял один. Родственники, дальние знакомые, соседи — все они тихо плакали, переговаривались, сжимали друг другу руки. Но для Алексея все происходящее казалось немым, словно он смотрел кино без звука. Его взгляд был прикован к могиле. Сердце наполнялось таким тяжелым грузом, что дыхание давалось с трудом. Воспоминания накатывали одно за другим. Бабушка, согревающая ему ладони возле печи. Ее голос, напевающий старую песню, чтобы он уснул. Ее уверенные шаги по скрипящему деревянному полу в их маленьком доме. Она всегда была рядом, даже когда ему казалось, что весь мир враждебен. Теперь пустота. Когда церемония подошла к концу, люди начали расходиться, оставляя Алексея среди венков и влажной земли. Тогда он заметил ее. Незнакомую пожилую женщину с ясными, поразительно живыми глазами, в которых будто отражался свет. Она подошла к нему и протянула конверт, потрепанный и запачканный временем. Ее пальцы дрожали. Голос прозвучал тихо, но отчетливо. «Твоя бабушка велела передать это именно тебе». Алексей узнал ее по имени. Надежда, подруга Анны, о которой та иногда упоминала, но видеть ее ему не доводилось. Он едва дождался, когда останется один, чтобы вскрыть конверт. Пожелтевшая бумага, строгий, но знакомый почерк. Каждая буква будто оживляла образ Анны. В письме она обращалась к нему с любовью и теплом. Но главное — оставляла загадку. Под могилой деда Степана скрыта потайная комната. Там он найдет то, что изменит его жизнь. Но с предупреждением: не держи все для себя, поделись с другими, иначе дар станет проклятием. Эти слова засели в голове, не давая покоя. Несколько недель Алексей возвращался мыслями к письму. Днем он работал на складе, таскал коробки, выполнял чужие приказы, но в голове постоянно звучал голос Анны. Ночью он ворочался в постели, слышал скрип половиц, будто сама бабушка ходила рядом. Он пытался убедить себя, что это бред, что не стоит верить в такие сказки. Но внутри нарастало чувство, что он обязан проверить. И вот однажды вечером, когда туман стелился над кладбищем в их маленьком городке под Калугой, Алексей пришел к могиле деда. Он взял лопату и фонарь. Земля оказалась тяжелой, липкой. Каждый взмах давался с трудом, руки быстро онемели, но он копал, будто кто-то невидимый подгонял его. И вдруг звук изменился, глухой, металлический. Сердце замерло. Он откинул землю и наткнулся на люк с ржавыми петлями. С усилием приподнял его, и ударил запах сырости, плесени и чего-то древнего. Он долго стоял на краю, прислушиваясь к собственному дыханию, но любопытство пересилило. Алексей включил фонарь и спустился вниз по шаткой деревянной лестнице. Под ногами хрустели осколки кирпича, стены были влажными, каменными. Внутри открылась комната, маленькая, но полная странных вещей. Пыльные шкафы с книгами, старые артефакты, деревянные ящики, покрытые паутиной, и в углу мешки. Он подошел, развязал один. Глаза расширились, пачки купюр аккуратно перевязанные. Он открыл другой.
То же самое. Деньги, много денег. Сколько именно, он даже не мог прикинуть. У него закружилась голова. Алексей опустился на холодный каменный пол. Это было похоже на сон. В голове сразу вспыхнули картины. Новая квартира, бизнес, свобода от унижений. Все, о чем он когда-то мечтал. Но тут же в памяти всплыло письмо: «Не копи для себя, помоги другим». Он сидел там несколько часов, не в силах решиться. Внутри шла борьба. С одной стороны — жадность, голос, шепчущий: «Ты заслужил это, никто не узнает». С другой — бабушка, ее глаза, ее голос, ее просьба. Каждый раз, когда он пытался представить себя богатым и счастливым, в груди поднималась странная тяжесть. На рассвете он сделал выбор. Закрыл мешки, поднялся наверх и поклялся выполнить бабушкину волю. В последующие недели Алексей начал действовать. Он связался с благотворительными организациями в Калуге и Туле. Деньги пошли на помощь детям. Появились новые стипендии, чтобы они могли учиться. В приюте для бездомных, где раньше не хватало места, построили дополнительное крыло. Старики в деревнях получили лекарства и уход. Все это меняло жизни людей на глазах. Но перемены произошли и в нем самом. Алексей чувствовал, что впервые в жизни его поступки имеют значение. Он начал получать письма благодарности. Одно особенно выделялось — от Виктории, руководительницы Московского фонда. Она писала искренне, без лишних слов, рассказывая о судьбах людей, которым он помог. Алексей перечитывал ее строки по вечерам, словно в них было нечто личное, что касалось только его. Они начали переписываться чаще. В ее письмах он находил тепло, которое давно потерял. И все же страх не давал встретиться. Он убеждал себя, что не нужен ей, что слишком прост, слишком сломлен. Однажды ночью ему приснилась бабушка. Она стояла в их старом доме в темном платке и смотрела прямо в него. «Лёша», — сказала она, — «не упусти шанс, не прячься, иди к ней». Он проснулся в холодном поту и понял — выбора больше нет. Он собрался и поехал в Москву. Долго стоял у ее двери, не решаясь постучать. Когда дверь открылась, Виктория смотрела на него так, будто ждала давно. Они говорили часами. О прошлом, о боли, о том, ради чего стоит жить. Оба понимали. Их объединяет одно — желание менять мир к лучшему. Со временем они стали работать вместе. Их встречи переросли в близость, доверие, любовь. Алексей впервые почувствовал, что рядом есть человек, с которым можно идти дальше. Он решился. На одной из встреч достал кольцо и встал на колено. Виктория плакала, и он понял — это ответ. Их свадьба была скромной, но наполненной теплом. Люди, которым они помогали, присылали письма, цветы, подарки. В их союзе все видели не только любовь, но и продолжение дела, которое изменяло жизни. Алексей оглядывался назад и ясно понимал, если бы он тогда поддался жадности, если бы спрятал деньги, он бы потерял все, и, самое страшное, так и не узнал бы, что истинное богатство не в пачках купюр, а в том, что ты можешь дать другим, и в любви, которую встречаешь, когда идешь правильным путем. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.